Я родился 23 августа 1991 года. Через 2 дня, 25 августа, Республика Беларусь объявила себя независимым государством. Мы ровесники, и сейчас я ощущаю синхронность. Развитие, кризисы и боль моей жизни совпадают с развитием, кризисами и болью моей страны. Вас пугают беззаконие, пытки, задержания и прочая абсурдность, которая происходит в Беларуси в последние 4 месяца. А представьте, каково жить с этим с самого детства. В 16 лет меня похищали и увозили в лес по политическим причинам. В 2011 году взрывали станцию метро, на которой находился мой университет, и многих одногруппников увозили покалеченными. С 13 до 17 лет я занимался в военно-патриотическом клубе. Мы изучали историю, физическую подготовку, занимались волонтерством и помощью старикам. Несколько лет назад этот клуб объявили военно-террористической организацией. И многих ребят, с которыми я учился, рос, взрослел, посадили. Кому-то искалечили жизни. 10 лет назад я помню выборы, репрессии и атмосферу, царящую в городе на следующий день. Я никогда в жизни не видел такой коллективной депрессии. Иногда я плакал, иногда ощущал невероятный ком в горле от бессилия, и потому что я ничего не могу с этим сделать. И 8 лет назад я уехал из страны, в том числе от понимания, что здесь невозможно жить. «9 августа я приехал голосовать в посольство Беларуси, и когда вышел из такси, на 10 секунд не смог сдержать слез. Такое огромное количество красивых, смелых, интеллектуальных людей, и это только в Петербурге. К сожалению, проголосовать было невозможно из-за усложненной процедуры и из-за малой пропускной способности. Мы смогли принять столько, сколько мы смогли принять. Наше право Сколько вам сказали, да? 8 часов должны закрыться. Где мой голос? Поэтому купил первый билет на вечерний автобус до Минска. Всю ночь в автобусе я смотрел видео столкновений с силовиками. Светошумовые гранаты, кого-то переехали автозаком, ранения резиновыми пулями. Было жутко и страшно. На подъезде к Минску я ожидал военных, колючую проволоку и КПП. Но, как ни странно, весь Минск был спокоен. В самом центре ничего не говорило о том, что еще 7 часов назад здесь происходила лютая жесть. Обычное летнее утро. Но было довольно очевидно, что вечером все повторится. Да, я купил, скажем так, первые средства защиты. Я купил велосипедный шлем, я взял плотные очки, воду, скажем так, от газовых и шумовых атак беруши, спрятал это все в рюкзак. Ну и основная моя функция — это быть человеком-камерой, поэтому я ее очень усилил ремнями и буду вести репортаж с места событий. Вечером 10 августа мы с друзьями пошли на прогулку. И буквально через 2 минуты после нашей встречи сзади подъехал автобус без номеров, опознавательных знаков, зашторенный и характерный звук «вжух», открывающейся двери. Сработала реакция, еще 5 секунд, и наш протест закончился бы прямо там. Но мы дернулись в сторону людей, и нас не схватили, они просто дали по газам. В целом, этим вечером мы оказались не в лучшем месте, в самом центре, на площади Победы, и мы еще 3 раза убегали от ОМОНа. Во время первой пробежки по дворам среди мата, адреналина и криков мы стихийно организовались в группу и укрылись ребятами от силовиков в квартире. Во двор? Пойдем сюда.
Свет не включайте. Не включай свет. Свет не включайте только. Они все включили по району. Суки, чтобы подъезд по району. Никита, ключи свои неси, быстренько открывайся. Вот. А я не... Вы их видели? Да. Это пиздец. Закрой дверь. Люди просто мирно пришли протестовать, как здесь сейчас. Мы тут, короче, затихарились на квартире. Пока отсиживаемся. Взрыв. Пиздец. Вот от домовых, скорее всего. Я братан. Движение транспорта заблокировано и пешеходами, и автомобилистами. Бетономешалка и городские маршрутные автобусы стоят на площади Притыцкого. Проезд для спецтранспорта заблокирован. Демонстранты забрались на автобусы. Слышны песни перемен Цоя и стены рухнут. Люди говорят, Много людей там. каждый день на Людей много? проспекте Пушкина Да, на появился Кальварийском автозак больше всего, да. Где? и пускают газ. У меня, кстати, есть респираторы штуки 3. Если вдруг газ, то пить воду нельзя. Значит так, если шумовая граната, закрываешь уши, глаза, ложишься на день. Бойся грязи, падаешь, закрываешь уши, открываешь рот. Это любовь, Олеська, это же 80% народной любви, господи. Немножко страшновато и непонятно, что делать. Типа, вроде вокруг стреляют, и хочется помочь. С другой стороны, не хочется лезть в гранаты, газ и резиновые пули. Решаем, что делать дальше. Может, просто пустить в своем районе. Чё, блядь? Да не пользуйся ты. Нормально. Блядь, это рядом. Когда мы наконец-то вышли из квартиры и попытались уйти из района, мы наткнулись еще на 9 автозаков. И пришлось бежать быстрее прежнего. Направо! Направо, блядь! Налево! Направо, направо, направо! Бегом! Закрыли, блядь. Все, поднимайся, блядь. Он закрывается? Да. А вон там бежит. Бегом. Аня, здесь? Да, да. Блядь, там мы тише. Давайте в квартиру звонить. Давай. Безумное ощущение, когда прямо за тобой бежит вооруженный наряд, ты не знаешь, где твои друзья, все вперемешку, какая-то темнота, ты кому-то кричишь и не понимаешь, что сейчас будет дальше. Мы снова не могли выйти из квартиры на протяжении 2 часов, потому что во дворе орудовал ОМОН. Постоянно были слышны крики, светошумовые гранаты, тяжелая техника, какие-то лозунги, стычки. Было полное ощущение военных действий. Идет тяжелая военная техника. Сейчас уже я не вижу, но в принципе здесь было довольно много людей. Деблокирование площади. Один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство. Находиться в чужой квартире и подвергать опасности людей на протяжении всей ночи было довольно проблематично, поэтому нужно было что-то делать дальше. Да, там брусчатку, да, там уже жгли, там жесть. Это, конечно, лишнее, наверное, но
Ну, говнюк, а бегать просто так от милиции ни в чем не повинным, это они не перестарались. Только вышли, пусто было на этом, на перекрестке. И хоба, дубинки достают и погнали за нами. Вот только мы на тачке оттуда уехали, и ехала уже эта, которая разбивает. Водомет? Да там все, там целая их пачка приехала. Да, главное, чтобы это все какой-то результат, а не просто мы город там, бля, В любом зарулили. случае, это уже очень... Потому что вот это вот замес ради замеса, это не для меня. Лучше, что мы можем сделать, это тупо вот в первые дни не попасться, чтобы было кому вот этим всем заниматься. Я 50 грамм, бля, храбрости, говорю, не, за друзей пойду, бля, грызть глотки, бля. Ну и так, а что, ну, как бы это тоже страшно, но а как, надо свой как-то так в рамках разумного преодолеть этот страх. Не, эти тоже, они тоже боятся. В стихийно организованном чате объявился Макс. Мы с ним никогда не были знакомы, но он позвонил мне на телефон и предложил свою помощь, чтобы вывести нас из зоны активных боевых действий. Он не смог с первой попытки доехать до нас на своем гигантском джипе, потому что нарвался на ГАИ и милицию, и пришлось объезжать с другой стороны. Так как интернета нет, точных координат тоже нет. Мы засекли ровно 5 минут на таймере, побежали дворами между кустами, прятались за гаражами. Не глушит мотор, горит одна фара, серый Чироки. Нужно быстро добежать, сесть, и он сразу гонит по газам. Мы добежали до проспекта, и там иногда ездили милицейские тачки. Мы выждали время, увидели джип и со всей силы сиганули через дорогу. Готовы? Быстро, 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 быстро. Привет. Здорово, прыгай. Привет. Спасибо тебе. Я Макс. Если хотите, я могу вас приютить. Пожалуйста, очень нужно. Как день твой? Блять. Как тебе сказать? А у меня чуть машину не подорвали, блядь, второй раз за день. Мы смогли укрыться, поесть и обсудить происходящее. Так как моя вписка и укрытие находились в 20 метрах от РОВД, куда свозили протестующих, а вечерами мужики с дубинами били всех без разбора, мне пришлось съездить утром за вещами и сделать небольшой релокейт. Я переехал к Максу и 2 недели жил у него. Когда в городе такая неспокойная обстановка, обычно по утрам ты пишешь и звонишь своим друзьям. И утром 12 августа я получил сообщение от Артура: «Я норм, Анчи забрали». Крайне тупое ощущение неприятных мурашек, острого жжения в груди и какого-то гнева и одновременно беспомощности. Естественно, мы сразу начали звонить куда возможно, писать, но никакой информации в ответ ты не получаешь. Вечером мы узнали, что Аня жива и находится на Окрестино. Утро 13 августа мы провели около изолятора, и атмосфера крайне гнетущая и тяжелая. Родственники сутками дежурят около стен, не спят, нормально не едят, у кого-то сдают нервы. Ничего не знаю, мне брали, сегодня ничего не знаю. Что делать? Вам оставить, Давайте. Потом у нас была совесть с Я даже не хочу, чтобы его выпустили. Вы мне скажите, где он находится? Где? Приблизно около Меня интересует, 12. где он находится? Я ему дозвонился. 3 сутки, 4 понедельник. Ему положено. Где находится? У нас Вот, есть ну... какая-нибудь власть в этом городе, в этой стране? Или она только занимается уборкой урожая? Ну хорошо, ну то давайте что-то сделаем с воскресенья. Там не кормят, говорят, там бьют. Там кошмар. Так что мы ждем? Ну давайте оружие доставать где-то, давайте будем что-то делать. Это камера. Худше, да черт его бери уже худше. А по ночам из-за стен слышатся просто нечеловеческие звуки криков и пыток. Люди пытаются получить любую информацию, и по 4 дня не было никаких вестей. Просьба. Эти девушки очаровательные сидят, стараются для всех из вас. Давайте централизованно организуем очереди. Обстановка на улице Окрестино постоянно накалена до предела, и в какой-то момент приехал автобус с ОМОНом и начал нас всех оттеснять. Трое суток чистки получили. Где?
Я еще не закончил. Не надо базар. Сколько? Это не базар, это не базар. Тише, девушка, не провоцируйте. Какой базар? А кто вас простимулирует? Может, в прокуратуру пора обращаться? Четвертый Ребята, день, дайте мне договорить. Если мы по 4 сами знаем, где дети, но вы же видите, что Объясните мне, о каком раздражении их идет речь, когда трое суток мы не знаем, где наши дети. Мы не получили списков, и Артур остался на месте ждать любую информацию о бане, а я поехал в город, чтобы быть сегодня хоть чем-то полезным. Женские марши в те дни стали реальным переломом. Девчонки стали реальной движущей силой в разгар безумия, жестокости, насилия и пыток. Девочки, девушки, бабушки, жены стали выходить с цветами и стали мощнейшим буфером, и буквально грудью защищали всех в этой стране от полного беспредела. Спасибо вам! Память погибшего, и встал 50% в вагоне, встали и почтили память. Очень хотелось как-то их поддержать, и я купил большой букет белых роз, начал раздавать по улице, и было видно, как у них появляются слезы, радость, смех, и кто-то даже смог проглотить ком от тех событий, потому что в первый раз за последние дни и недели происходит хоть что-то хорошее. Маленькая кроха, но это было как доверие. И мне стало понятно, что я не могу сражаться против ребят с дубинами, но хоть какую-то часть своей помощи таким образом, с помощью еды, воды, цветов и поддержки, я могу организовать. Я объявил сбор средств в Инстаграме и попросил помощи местных ребят на машинах. Мы собрали около 500 000 российских рублей и каждый день развозили помощь по городу. Спасибо огромное. Девушка, хорошо, нет. Не-не-не. Ничего, кому-нибудь подарите. До свидания. Не было Галилея, ни Боба Марлея, не было Сальвадора Дали. Ночью 13 августа я обессиленный с острой мигренью пытался заснуть. И в 2 часа ночи получил сообщение от Артура о том, что Анча у них. Естественно, я поехал, и в квартире была атмосфера шумной вечеринки, собрались все друзья, чтобы поддержать. И когда Аня вышла с балкона, я увидел на ее лице синяки. Она держалась очень храбро, как бойцовская рыбка, и постоянно шутила. Я начала двигаться в сторону дома, поднялась на мост, там где-то справа от меня находился отряд ОМОНа, человека 4, но они мне ничего не сказали, не трогали. Я думаю, отлично, наверное, если бы тут нельзя было идти, мне бы что-то сообщили. Когда я уже спускалась вниз, то увидела, что у меня на пути все-таки стоят какие-то ребята в черном, и на всякий случай я включила диктофон. Подхожу к ребятам, говорю: здравствуйте, можно я пройду? Они такие: нет, нельзя, здесь перекрыто. Я такая: ясно, но мне надо на городской вал, как мне пройти к себе домой, пожалуйста? Мы тебя проведем домой. Я такая: воу, ладно, давайте так, это даже очень здорово звучит. Мы двигались через Красный Костел, около него был припаркован их служебный автобус, и рядом с автобусом тусовалось около 30 ОМОНовцев, брутальных, злых, и уже на подходе к ним все начали что-то там барагозить. Антош, скажи, чтобы водитель, чтобы свет включил в автобус. Сейчас узнаем. Здравствуйте. Заходи, Настя. Что случилось? Рюкзак смотри. Пожалуйста. Карман отсюда стало, быстро. Часы смар сняла. Бегом. Оп. Товарищ,
Я достаю телефон, и на нем ведется диктофонная запись. Их сразу еще больше разозлило. Они такие, она записывает, она там это. Забрали мои шмотки, кинули на землю. И, наверное, 10, потому что больше не влезла в этот автобус тупо, начали меня бить ногами, дубинами. Я пыталась закрывать голову, но прилетали удары по голове. Было очень больно, было очень страшно. Они выключили свет в автобусе предварительно, чтобы, видимо, никто не видел со стороны, если туда и пройдет кто-то или из домов, чтобы вообще никто не мог это увидеть. Потом меня посадили на кресло, пришел какой-то их начальник и сказал, слушай, так, все понятно, сколько тебе заплатили за участие в митинге? Я им говорю, в каком митинге, я иду домой. И начинают бить по лицу. Я думала, у меня смятка будет нос. Я плакала, и, если честно, было так страшно. Он говорил, если ты сейчас не ответишь, то я просто разрешу своим бойцам тебя убить. Аня рассказывала с таким напором, где-то со смехом, утрированием. Но когда я отвел ее в комнату, чтобы сфотографировать побои, на те 10 секунд, когда она замолчала, в глазах я увидел невероятный ужас. Меня затолкали в общую комнату. Там было, как в актовом зале, 2 ряда сидений, где на полу тоже все было в крови. Лежали где-то люди, кого-то продолжали бить, кто-то стонал, кто-то умолял вызвать скорую. Парень лежал, он говорил, у меня сотрясение мозга, мужики, будьте людьми. Я уже выблевала из себя просто все, и сейчас у меня ощущение, что меня тошнит мозговой жидкостью уже. У меня разваливается череп, вызовите скорую. На что просто подходили и дальше его пиздили. Увели его только когда там уже даже сотрудники почувствовали, что что-то с ним не то, и он сейчас действительно умрет. Тут подошел какой-то сотрудник милиции и баллоном нарисовал мне на спине что-то. Я думала на тот момент, испортил байку, похуй, ничего страшного. Хер нарисовал, ну и хер с ним. Оказалось, что эти метки в тюрьме воспринимают как метки конкретно для тюремных сотрудников, что это либо привезли бойца, либо привезли координатора, одним словом, привезли человека, которому надо проявить особое отношение, особую жестокость. В туалет водили всех, когда они просили. Даже тех, кого вот прямо сейчас пиздят, если они говорят, мне надо в туалет, то они такие, ладно, сейчас отведем. Нас привезли в Окрестино, везли в автозаках, в стакане запихнули 4 девушек, всех, а в общем помещении в этом автозаке все были сгружены парни, и они стояли настолько плотно, что стали через какое-то время задыхаться. Мужики тоже начали ломиться и говорить, блин, вы же люди, пожалуйста, откройте дверь, у нас парень теряет сознание, мы задыхаемся, у меня сердце больное, оно сейчас остановится. Привезли в Окрестино, целый день мы стояли на улице возле забора, лицом вниз, руки за спиной, все замерзли, парней трясло. Я не мог больше терпеть и сразу после рассказа собрался уходить. Когда я сел в такси и оказался в полумраке, у меня случилась настоящая истерика, которой никогда не было. У меня из груди вырывались какие-то животные звуки, я пытался укусить запястье, чтобы не взвыть. Слезы просто не останавливались, я пытался закрыть глаза, они обжигали руки, и у меня было ощущение, что я сейчас просто сгорю. Откуда такая жестокость и несправедливость в мире? Как с этим справиться и что нам сейчас делать, я не понимал. На ночь нас с девчонками загнали в прогулочный дворик. Это крыши нет, в смысле, там решетка. А нас туда загнали, уже все замерзли, уже все стали синими губами, и мы такие, в смысле? А дайте нам пледы, а на что нам сесть? Здесь бетон. Девочки начали говорить, ну нам же еще рожать. Эй, будет супер, если, бля, не родит ни одна из вас. Мы начали доставать из кроссовок стельки, все это выкладывать как-то, чтобы было сидеть хоть немного теплее, чтобы на стельке ставить ноги, самим садиться на кроссовки. Связались в один какой-то узел, чтобы спрятать девочек, которые были совсем легко одеты и уже очевидно замерзали. Раз в час вставали, делали зарядку, прыгали, бегали. Все девчонки шутили, что мы выйдем из Окрестина зато худенькие, потому что нас не кормили уже 2 суток. Наше бурное веселье закончилось, когда выгнали мужчин на улицу. Мы слышали это прекрасно, потому что у нас не было крыши, и это просто все начало развиваться у нас за стенкой. И их начали бить, пытать,
стрелять в них, как будто резать их. Я не могу сказать точно, что там происходило, но рев стоял страшный. Когда ты слышишь, как здоровые парни плачут, кричат, это как будто были игры. Вот ОМОН как будто получал удовольствие от этих пыток. Это не было выбить показания, выбить что-то, это просто было для наслаждения. Девушки узнавали в этих криках своих парней, с которыми их задержали. Это было просто невозможно слушать, когда избивают твоего близкого, и причем ты понимаешь, насколько жестоко, что неизвестно, выживет он или нет. Парня ночью вывели тоже со всеми, сказали, что за говно у тебя на голове, давай стригись. Он сказал, нету ножниц, и ему просто сказали, вырывай из себя дреды. Когда меня выводили на улицу, на следующий день нас строили возле стенки, я стояла на месте, где и валялись его дреды. Потом нас завели в камеру, камера рассчитана на 4 человека. Ну и нас там в ней оказалось тоже где-то около 35. В камере были страшные истории тоже. Нам не давали, вот это шли вторые сутки у меня, у многих девушек это были третьи сутки. И нам не давали возможности сообщить родственникам, где мы, сделать хотя бы один звонок. Даже девушки, которую задержали вместе с мужем, у которой дома остались малолетние дети в возрасте 2 и 4 года, не давали сообщить никому, где она находится. Была женщина лет 60, которой задержали сына 21-летнего, и она пришла с мужем, видимо, его пытаться как-то освободить. И их тоже задержали. У парня эпилепсия, и каждый раз, когда на этаже кричали «вызовите скорую, парню плохо», а на это отвечали «нормально, нормально, ничего с ним не будет». У нее просто, на нее было страшно смотреть. Когда я вышел из такси, я думал, что сейчас я смогу нормально заплакать, но я полностью заткнулся и больше ни звука не мог из себя выдать. В следующие несколько часов, когда добрался до квартиры, я сидел в ванной на полу и пытался как-то описать свои мысли в тексте. И мне пришлось раз 5 редактировать текст, чтобы это не было разжиганием ненависти. Страх усиливается от того, что все ОМОНовцы нам говорили, вас все забыли. Там всех ваших уже митинги разогнали, вы последние остались тут. И там кого убили, кого что, но мы победили. А вы проиграли. И казалось, боже, что происходит? А учитывая, что меня забрали в тот день, когда на улице было так тихо, это звучало очень правдоподобно. У меня уже началась такая истерика. Я понимала, что я по глупости попала туда, случайно, и все такое, и думаю, Ань, тебе надо продержаться еще 10 минут. И мы выходим из Окрестина, и это такое счастье видеть огромную толпу народа, волонтеров, где каждый подбегает, втюхивает в тебя там печенье, воду, такси, деньги, на телефон позвони сестре, на там то, все, огромная забота, сразу каждую из нас окружили. Тут же приехали все мои друзья, которые на Кипише сидели все это время, и мы переехали на квартиру к моей сестре на вечер охуительных историй. Мозг как будто выкинул из головы, оставив только голые факты, по которым я могу спокойно проходиться, без особых эмоций и рассказывать, ничего не путая и не срываясь на слезы. Это интересное наблюдение, потому что я думала, что я намного хуже себя проявляю в критических ситуациях, а оказалось, что нет, даже и ничего. Вот. Но в следующие дни произошло настоящее чудо. Произошедшее настолько возмутило белорусов, что выходить начали все. 15-16 августа – это история. По-моему, каждый, кто находился в Минске, ощущал такую свободу, как ни разу в своей жизни. Живет Беларусь!
Ребят, я каждому желаю почувствовать такой же момент в своей жизни. Безумно важная точка для тебя, для всей страны. И чувствуется, что мы сделали что-то невероятное. Живи Беларусь, мы победим. «16 августа мы на 2 машинах развозили цветы, еду и воду. И наткнулись на группу немецких журналистов, которые не смогли уехать, потому что все движение перекрыто. Мы подвезли их, в благодарность они впустили нас в свой номер, который окнами выходил на площадь Независимости в самый разгар протестов. И так получилось, что по их аккредитации мы заехали в место, куда никого не пускали на машинах, и наши запасы воды оказались как-никак кстати. Молодцы! 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 Молодцы, хлопцы! Думали, что никому воды не надо, что ее и так слишком много. А оказалось, просто встали, и люди берут. Буквально за 15 минут, там, 4-5 упаковок воды разошлось. Люди самоорганизовывались и убирали мусор. Я не увидел ни одной валяющейся бутылки. Все это напоминало один большой, живой и здоровый организм. Вера! Можно! Уходи! 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 Последние 10 лет у меня были больные эмоции, связанные с самоидентификацией. С одной стороны, я всегда четко понимал, что я белорус. С другой стороны, жить в месте полном боли довольно проблематично. И я начал путешествовать автостопом. И как будто по всему миру сейчас есть огромное количество белорусов с проблемой самоидентификации, которым нужно объединяться и строить новую Беларусь вместе. Для меня примером поиска своего пути был Рома Свечников и его жена Ольга Полевикова, которые были лучиком в темном царстве. В свое время я читал книгу Ромы, и она очень сильно меня поддерживала. Эти ребята, по мне, и есть воплощение тех новых белорусов, которые сделали себя сами в сложные времена. Минск – город компульсивных уборщиков, обсессивных гаишников, параноидальных пожарников, скромных телок и мужиков-импотентов. Город стоячей воды и невкусной еды. Город меловицы и светанка. Город с 8 до 8. Город остановка, кладбище, стоянка. Очередь, светофор, турникет. Вахтер, охранник, стеклянная банка, удостоверение, пропуск, талон, билет. Город пустых улиц. Город лужа. Город зрелая баба в поисках мужа. Город вулкана спящего гнева. Город подшипник, трактор, мотовела. Доминанта забвения, мавитон, тоска. Сука ебаная, я на вокзал пока. Ну, вот так я выезжал из Минска. Злое стихотворение, но вот до сих пор его люблю. Но сейчас я про Минск по-другому думаю, и во многом, наверное, благодаря этой какой-то новой волне, какого-то объединения людей. Мне кажется, что описать это какими-то толковыми словами мы сможем только через какое-то время, но точно происходят какие-то небывалые перемены. В первый раз в моей жизни появилась политика. Я понимаю, что первый раз в жизни огромного количества моих друзей, знакомых, вообще людей, она появилась в Беларуси. И это какое-то просто массовое взросление. Не так быстро, как хотелось бы, с жертвами, все это довольно сложно, много страха, но в любом случае это что-то небывалое для Беларуси, и мне кажется, супер важное для нас, как для народа. Сейчас в Беларуси происходит рождение нации. Огромное количество людей сплотилось, почувствовало силу в этом единстве. Это влюбляет в себя, очаровывает. Ты вот жил-жил, тебе казалось, что вообще за страна такая?
какая-то все такие грустные, понурые, а тут оказывается, что все просто классные люди вокруг. Я впервые в жизни видел столько людей в одном месте, даже при том, что я посетил Индию. Казалось бы, можно было увидеть где-то в другом месте. Вдруг поняли, что мы можем влиять на то, что происходит, что огромное количество людей хочет как-то помогать в этом друг другу, и что это приносит какие-то плоды и результаты. С кем не поговоришь, у каждого человека в его ближайшем круге есть кто-то пострадавший. Наш режим очень скоро пойдет. Я вообще оптимист по натуре. Мне кажется, что это произойдет в течение месяца. Мне бы очень не хотелось заблуждаться. Но вот я как-то чувствую, что это произойдет достаточно скоро. По моим ощущениям, мы стоим на пороге какого-то второго витка насилия. Первый уже был, он был ужасно страшным. Я боюсь, что следующий будет не менее страшным, но я надеюсь, последним. Любое по-настоящему большое историческое событие, несчастью, оно всегда сопровождается жертвами, за достаточно редким исключением. Смотрю на ситуацию теперешнюю как на очень такой, знаешь, как на ритуал перехода, как на церемонию рождения народа. Сплочаемся и объединяемся против как будто какого-то огромного зла, и как будто мы, как в каком-то древнем языческом ритуале, вынуждены принести жертву, сбросить что-то, какую-то самую красивую женщину с обрыва в океан. Мне очень хочется верить, что мы действительно все почувствуем, что началось новое качество жизни. В Инстаграме, в сторис я в последнее время часто вижу шутку, что белорусам не нужно правительство, нам хватит Телеграма. И мне кажется, что это что-то такое будет. Мое ощущение, что у нас очень большой потенциал для какого-то гражданского общества и кооперации, потому что в чем-то мы как минимум последние годы вообще учились выживать сами. Да? Вот все эти краудфандинговые платформы, какие-то инициативы, там последняя — это помощь ковида, в чем тоже Рома много участвовал. То есть кажется, что в целом мы неплохо умеем обходиться без помощи извне. И мне кажется, что если это как-то легализовать и вот это суметь еще и во властных структурах как-то использовать, то будет очень просто какое-то поддерживающее общество. И я верю, что оно может быть каким-то сострадательным. Нам будет очень тяжело. Я думаю, что после первой эйфории победы мы погрузимся в очень мрачный период. Я не питаю иллюзий на тему того, что произойдет после этого. Я думаю, что это будет достаточно тяжелое время для всей страны. Оно продлится точно несколько лет. Экономический кризис. Каждому в отдельности придется заплатить за полученную свободу. Явно будет еще какая-то, так сказать, великая битва. Я иногда думаю о том, что есть эта концепция пути героя. Мне кажется, что на белорусскую нацию, народ можно посмотреть сейчас с этой точки зрения. И мне кажется, что мы где-то близки к финалу, но кажется, что еще предстоит какая-то последняя битва с драконом. Это, как правило, самый такой темный час, когда меньше всего каких-то сил и больше всего сомнений. Но если через это пройти, то дальше будет легче. Да, хочется верить, что просто все получится. Та тьма, которая была, она уже не вернется. И все то, что проснулось за последнюю неделю, оно продолжит жить и тоже никуда не денется. После 2 недель в Минске я был абсолютно выжат и без сил. Я не представлял, сколько энергии на это все уйдет. И все, что я хотел, это заехать домой и увидеть родных. Возвращение домой долгие годы вызывает у меня огромное количество боли и странных эмоций. Ты навещаешь свою школу и видишь, что все учителя поувольнялись. Твой родной район в каком-то смысле умирает. Например, в моем родном городе ради экономии после 23:30 везде на улице выключается свет. Выглядит очень жутко. И, конечно, я заехал к бабушке. Лукашенко нам дал возможность, дал земли, молоко подъезжает к самому дому. Находясь в Минске, в некоторые моменты настолько захватывала ярость, что мне казалось, я готов рвать в клочья людей, которые творят зверство. Тебя полностью охватывает огонь изнутри, и кажется, что плевать на последствия. Позже ты, конечно, отходишь и понимаешь, что это абсолютно не выход, что нельзя животным отвечать по-животному. Я безумно рад наблюдать арт-сопротивление. Каждый день неравнодушные талантливые люди по всему миру высказываются, делают перформансы, играют и пишут новые песни. И это невероятно мощная форма протеста. Любовь. Что такое любовь? Доверие, прощение, понимание. Слияние имен
осуществить ничего больше. Что камені падають давно. У інших обставинах я б, конечно, змог зробити щось важне, а не обіцяти. Такі розтрабили, ми вийшли на вулицю, і кожен з нас віду кудись, напевно, прав. Гадіно згубилися, а лиш хтось у здимістях. Ми вийшли на вулицю, зненацьку так. То, что происходит в Беларуси прямо сейчас, мне кажется гораздо более важным, чем мы себе представляем. Это не просто смена политической власти, это столкновение двух миров. Старого, ужасного, неповоротливого, закостенелого, ржавого осколка Советского Союза со всей болью и террором, который длится и уходит корнями на последние 100 лет. И нового мира, в котором молодые люди сами выбирают свою жизнь. Чуваки, которые готовы творить, брать ответственность за свою жизнь, жить в кайф, путешествовать, создавать фильмы, музыку и жить так, как захочется. Это затрагивает больную систему образования из-под палки, бессмысленную принудительную службу в армии, раненую систему здравоохранения, бесчеловечное отношение друг к другу и присмыкание перед вымышленными авторитетами, чтобы получить место потеплее и какие-то вымышленные блага. Выросло абсолютно новое поколение, которое не верит в закон силы и страха. Поколение, которое хочет путешествовать, любить, общаться с людьми вне зависимости от их культурных ценностей и бэкграунда. А самое главное, что мы хотим создавать и боремся за мир, в котором невозможен подобный абсурд и жестокость. Я прошел излишне романтизированный период своей жизни и понимаю, какое количество проблем и трудностей ждет нас на этом пути, и что мы сами не до конца понимаем, куда точно идем. Но не считаться с нами было вашей огромной ошибкой. Увидимся в новом мире. Живе Беларусь! Я не знала до последнего, что у меня там нарисовано. Нечто яскраве, що веде далі, як думки закавою жить і не століть, як серце позичить і не забирать. Я ведаю правилы. Ну, вроде бы все. Могу показать, если мне ребята подымут, могу показать гематомы.